Горы — одно из самых потрясающих и завораживающих творений природы. Они поражают своей величественностью, ландшафтом и удивительными пейзажами. Горы — это сила, мощь и непоколебимость. И сегодня я, Леха, расскажу вам про покорителей этих самых гор. Вы на канале Накат, и лучшая горная шестерка от Wales вашему вниманию. Ну и конечно же, куда без интеграции про наш магазин. Знакомьтесь, магазин Накат Shop является официальным дилером компании Wales и присутствует на всех популярных интернет-площадках. Велосипеды, мотоциклы, квадроциклы, запчасти и аксессуары и многое другое в нашем магазине по адресу город Санкт-Петербург, проспект Энгельса, 15. Работаем без выходных, а обедов с 10 до 20 часов. Заходи на тест-драйв. Если же посетить наш магазин по каким-либо причинам нет возможности, то нас можно найти на Яндекс.Маркете или Озоне, и даже Авито. Все ссылочки, конечно же, в описании. Итак, начинаем наш экспресс-обзор с кросс-контрийника Wales Eternity. Качественный кросс-контрийный велосипед с заниженной рамой и колесами 27,5 дюймов, который прекрасно подойдет как для повседневной эксплуатации, так и для начального спортивного применения. Ведь велосипед собран на хороших комплектующих и обладает повышенным запасом прочности. Кроме того, велосипед имеет приятный внешний вид за счет своего красивого цвета в сочетании с черным навесным оборудованием. Заниженная рама также дает возможность легко садиться на велосипед при установке детского кресла, ведь кресло обычно мешает перекинуть ногу через заднее колесо. Тут-то на помощь и приходит заниженная верхняя труба. Также это будет просто удобно тем, кто привык садиться на велосипед, переступая через раму. Рама у велосипеда алюминиевая с внутренней проводкой, имеется крепление для заднего багажника. Вилка пружинная эластомерная с гидравлической блокировкой. Трансмиссия представлена группсетом L2A5 1 на 9 передач с системой Pro Wheel Charm, кассетой на 9 скоростей 1136 и цепью KMC Z9. Тормоза на велосипеде установлены дисковые гидравлические фирмы Tektro. Колеса на втулках Novatec на промах, крепление колес на эксцентрике. Спицы из нержавеющей стали, обода двойные, широкие покрышки с не очень агрессивным протектором 27,5 на 2,2 дюйма хорошо себя покажут как на асфальте, так и на различных грунтах. Руль алюминиевый шириной 680 мм, вынос и подседельный штырь также алюминиевые. Также на велосипеде установлено довольно мягкое и комфортное седло фирмы Velo. Выпускается он в двух размерах рамы, 17 и 19 дюймов, и подойдет на рост от 160 до 185. Дальше у нас уже более брутальный братец, горный велосипед Wales Mud Runner, который отлично подходит для спокойных и не очень покатушек по городу и среднему бездорожью. И имеет большой ресурс и прост в управлении и эксплуатации. При этом имеет весьма крутой, даже брутальный внешний вид, сами увидите и оцените. Велосипед собран на алюминиевой раме из сплава 6061 с внутренней проводкой тросов и конусным рулевым стаканом. Вилка на велосипеде установлена амортизационная Suntour XCM30 с 30-мм, как следует из названия модели, ногами и алюминиевыми штанами с гидроблоком. Трансмиссия у велосипеда представлена Глупсет это я. Трансмиссия у велосипеда представлена группсетом L2A5 1 на 9 передач. Монетки оснащены индикационным окном. Система Pro Wheel со звездой Narrow Wide на 32 зуба, кассета на 9 скоростей 1142 и цепь KMC Z9. В комплекте идут алюминиевые педали на насыпных подшипниках, что является несомненным плюсом. Прослужат они долго. Велосипед оснащен дисковыми гидравлическими тормозами Tektro M275. Задний тормоз у велосипеда аккуратно спрятан в треуголье задних перьев. Колеса размером 29 дюймов собраны на втулках Novatec на промах со спицами из нержавеющей стали, покрашенные в черный цвет. Оснащены двойными ободами. Резина довольно широкая, но с умеренным протектором шириной 2,2 дюйма. Из-за того, что баллоны довольно жирные, катит велосипед мягко, а колеса цепляются за грунт и прочие поверхности просто прекрасно.
Также отметим довольно широкий руль с шириной примерно 720 мм и короткий вынос уна. Подседельный штырь двухболтовый, довольно длинный, 400 мм. Его конструкция позволяет отрегулировать сиденье индивидуально для каждого. Велосипед оснащен седлом Wells MTB. У нашего коня красивый матовый цвет, название бренда и модели выполнено черным глянцем, что не бросается в глаза и не выбивается из общей картины дизайна велосипеда. Выпускается же он в трех размерах рамы – 17, 19 и 21 дюйм. Подводя итоги, скажем только, что велосипед одновременно брутален и при этом не бросок, но выглядит очень круто. Ну и продолжаем наш обзор снова девочковым великом, и на очереди у нас недорогой, но качественный велосипед Wells Spring. Рама у велосипеда хайтеновая, вилка тоже хайтеновая, ригидная. Да, велосипед от этого стал жестче, но, во-первых, на нем стоит нормальная вилка, а не макет, а во-вторых, с такой вилкой велосипед четче управляется. Ну и в-третьих, это отразилось на весе и сэкономило примерно 1,5-2 килограмма. Также хочется отметить, что за исключением рамы и вилки, в отличие от большинства велосипедов в данном ценовом сегменте, остальные детали у этого велосипеда установлены алюминиевые. Такие как втулки, система, вынос, руль, подседелы и подножка. Что также снижает общий вес велосипеда. Несмотря на то, что рама стальная, велосипед весит 14 килограммов. Это средний вес для велосипедов в данном ценовом сегменте, а то и в чуть более высоком. Велосипед покрашен в белый перламутровый цвет с розовым отливом, переливается на цвету, ну а надписи фиолетовые. К внешнему виду претензий нет, рама с вилкой белая, остальная навеска черная, выглядит весьма гармонично. Трансмиссия представлена группсетом L2A2 1 на 7 скоростей, системой Pro Wheel с защитным кожухом и одной звездой и трещоткой на 7 скоростей 1428. А цепь KMC Z6. Тормоза — дисковая механика Tektro MD M280. Тормозные ручки сделаны из алюминия, не только рычаг, но и основание. Эти же тормоза будут служить исправно и долго. Колеса 26 дюймов с шириной 2,125 и не очень злым протектором. Втулки алюминиевые на насыпи на эксцентриках, а обода двойные. Рули вынос алюминиевые, вынос 4-болтовый, подседел также алюминиевый. Седло качественное, широкое, фирмы Velo. Сидеть на нем очень комфортно. И уже по традиции следом идет велосипед для парней. Гроза всех ашан-байков нашей страны — горный велосипед Wells Rocky. Это классический горник начального уровня с классической же рамой и ставшими уже также классическими 26-ми колесами. Это сочетание современного алюминиевого оборудования и классической стальной рамы, которая позволит насладиться духом МТБ старой школы, хорошим накатом, прочностью конструкции и большим ресурсом. Эта модель имеет стальную хайтен раму и ригидную хайтен вилку, ну поняли, тоже стальную, при этом это настоящая вилка, а не так называемый макет. Велосипед с подобной вилкой едет жестче, но зато четче управляется, и в итоге мы имеем небольшой выигрыш в весе, до 2 килограммов. Трансмиссия представлена группсетом L2A2 1 на 7 скоростей, система Pro Wheel с Narrow White звездой, сзади трещотка с диапазоном 1428 на 7 скоростей. Каретка картридж. Вроде простой, но в то же время надежный сетап с доступными расходными материалами. Тормоза дисковые, механические, Tektro MD M280. Ручки тормоза алюминиевые, как рычаг, так и основание, что придает им дополнительный срок жизни. Тормозные диски 160 сзади и 180 спереди. Колеса 26 дюймов на двойных алюминиевых ободах, втулки алюминиевые же на насыпных подшипниках. Резина с в меру злым протектором шириной 2,125. Крепление колес на эксцентриках. Седло фирмы Velo, подседельный штырь алюминиевый. Велосипед выпускается в одном синем цвете и двух размерах рамы, 17 и 19 дюймов, что подходит на рост от 165 до 190 сантиметров. Ну и мы подошли к истинным кросс-кантри. Следующий у нас классический и удобный кросс-кантрийный велосипед Wells Recon. Это современный и надежный хардтейл, который прост в обслуживании и не ударит по кошельку при замене расходников. Велосипед отлично подходит для повседневной эксплуатации по любым дорогам и даже небольшому бездорожью.
Он имеет очень красивый оливковый цвет. Рама выполнена из алюминия 6061 и имеет внутреннюю проводку тросов переключения передач и заднего тормоза. На дропаутах имеется крепление для заднего багажника и крыла, рулевой стакан под полуинтегрированную рулевую, вилка зум пружинно-эластомерная с регулировкой преднагрузки и блокировкой для возможности отключения амортизации на участках с ровным покрытием, чтобы вилка не сжирала часть ваших усилий от педалирования. Штаны и корона вилки из алюминиевого сплава, а сами ноги стальные. Ход 100 мм. Трансмиссия представлена группсетом L2A5. Система шатунов Pro Wheel Charm с Narrow Wide звездой на 36 зубов. Педали простые, но на подшипниках. Кассета на 9 скоростей 11.36. Трансмиссия работает хорошо, переключает четко, без рывков, ну и будет недорогой и простой в обслуживании. Тормоза на велосипеде Tektro M280, надежная дисковая механика с распространенными колодками типа размера Shimano B01. Тормозные ручки алюминиевые с алюминиевыми же рычагами. Колеса собраны на алюминиевых втулках на насыпных подшипниках фирмы U-Link, черных спицах из нержавеющей стали и двойных ободах. Покрышки 29 на 2,2 дюйма, широкие, но с незлым протектором. Накат имеют, но и на грунтовке не подведут. Крепление колес на эксцентриках. Руль шириной 700 мм с небольшим подъемом, вынос 4-болтовый длиной 90 мм и углом 7 градусов. Подсидел алюминиевый 2-болтовый, седло фирмы Velo. Не слишком узкое, не слишком широкое. В целом велосипед имеет хорошую комплектацию, уверенно едет и стабильно рулится. А также обладает удобной посадкой как для коротких, так и для затяжных поездок. Велосипед выпускается в двух размерах 17 и 19 дюймов и подойдет на рост от 160 до 185 сантиметров. Вес велосипеда без педалей 14,5 килограммов. И в кульминации нашего обзора алюминиевый кросс-контрийный велосипед Wells Crawler. Это красивый современный контрийник с 29-дюймовыми колесами на алюминиевой раме и воздушной вилке с градиентной покраской. Его область применения весьма широка. Это городская и пригородная эксплуатация, участие в спортивных заездах, а также легкое трейловое применение. Рама у велосипеда алюминиевая, марки 6061 с внутренней проводкой тросов и креплением флягодержателя на нижней трубе. Дропауты под ось 12 на 142 мм, рулевой стакан конусный, рулевая колонка полуинтегрированная. Вилка GT-MRK воздушно-масляная, с возможностью подкачки необходимого давления и выносной блокировкой на руль. Крепление колеса на оси 15 на 100 мм. Группсет трансмиссии Shimano QS6000 на 10 передач, включает в себя монетку со смотровым окном, цепь, кассету 1148 зубов и задний переключатель с муфтой. Система установлена с полым валом на 36 зубов, звезда сменная с посадочным Direct Mount. Можно поставить необходимую звезду под свои задачи. Каретка с выносными подшипниками. Тормоза на велосипеде установлены дисковые, гидравлические, проверенные временем Shimano MT200 с тормозными дисками 180 спереди и 160 сзади. Колеса на втулках Novatek с промышленными подшипниками, крепление колес на осях. Спицы из нержавеющей стали, обода двойные, колеса прочные и долговечные. Широкие покрышки с не очень агрессивным протектором Chaoyang Phantom Dry 29 на 2,2 дюйма хорошо себя покажут как на асфальте, так и на грунтах. Руль алюминиевый шириной 720 мм, вынос и подседельный штырь также алюминиевые. Подседельный штырь 350 мм, седло МТБ не слишком жесткое. Выпускается он в одном цветовом решении, это очень красивый и эффектный черно-красный хром. А также в двух размерах рамы 17 и 19 дюймов, что подойдет на рост от 160 до 185 сантиметров. Вес велосипеда составляет 13,7 кг, а увезти он может до 120 кг веса ездока и прочего груза. Чтобы познать горы, можно начинать с малого, подготовиться, мотивироваться и, конечно же, выбрать правильное снаряжение. Какую снарягу, а именно какого двухколесного коня ты выберешь, уже решать тебе. Я тебе все рассказал, а ребята из команды Накат постарались показать максимально подробно.
Если что-то забыли, ну так напиши в комментариях к видео или в соцсетях, да можешь просто позвонить, мы на связи в рабочее время. Пообщаемся. Ну и про цены. Мир, конечно, стремительно и бесконечно меняется. Актуальные цены можешь узнать, перейдя по ссылкам в описании. И, конечно, делись мнением в комментариях. Ставь лайк, подписывайся, мы скоро вернемся. С вами была команда Накат. Не прощаемся. Да, ну и, как всегда, телега про телегу, не забывай подписываться, там чат есть и все подобные прикольные плюшки. Давай, ссылка тоже в описании.